Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 1 апреля. Поехали! Погода продолжает нас удивлять, и сегодня не исключение. 1 апреля она решила преподнести апрельскую шутку в виде снега. Во Франции ночью пошел довольно сильный снег, и к утру в некоторых городах высота снежного покрова превышает 10 сантиметров, и это не предел, снег продолжает идти, что явно усугубит данную ситуацию. Власти объявили во многих областях оранжевый уровень погодной опасности из-за снегопада. Последние пару недель во Франции стояла отменная погода, местные жители успели привыкнуть к солнцу и теплу, а тут буквально за несколько часов погода кардинально изменилась. Мало этого, синоптики прогнозируют ближе к вечеру и сильный ветер, порывы которого составят 22 метра в секунду. Власти убедительно просят местных жителей переждать непогоду дома, а также воздержаться от передвижения на личном автотранспорте. Последний крупный снегопад во Франции был отмечен в 2008 году. Тогда в Соме и Оазе выпало от 20 до 30 сантиметров снежных осадков. Крупные лесные пожары сформировались в муниципалитете Придвор, Словения. Как сообщают местные СМИ, первая информация о возникновении очага возгорания появилась еще 3 дня назад, и за это время пламя благодаря сильному ветру быстро распространилось и охватило площадь в 700 гектар. С вечера вчерашнего дня в некоторых районах пошел дождь, который ускорил процесс тушения огня. Лесной пожар в Придворе распространяется в труднодоступной и крутой местности. В тушении пожаров принимает участие 160 единиц спецтехники и 1100 пожарных. Сильный восточный ветер направил один из очагов возгорания в район села Поточье. Если ситуация ухудшится, власти планируют произвести эвакуацию населения. В этой деревне довольно много ферм, так что стоит позаботиться и о животных. На данный момент сообщается, что пламя уже уничтожило 3 строения, жертв и пострадавших не отмечено. За последние 5 лет это первый крупный лесной пожар, который был зарегистрирован в Словении. Ураганные ветры, порывы которых превышали 200 км в час, превратили минувшую ночь в кошмар для Врацы. Десятки сломанных ветвей и поваленных деревьев, сорванная черепица с домов – все это последствия этого ужасного ветра. Многие дороги оказались заблокированными упавшими рекламными конструкциями. По информации местных СМИ, 15 автомобилей были повреждены упавшими деревьями. Во Враце и деревнях вокруг города есть десятки сигналов об отключении электроэнергии. Коммунальные службы приступили к расчистке территории от буйства стихии, а также восстановлению инфраструктуры. Стихия также буйствовала и в Софии. 8 бригад управления экстренной помощи муниципалитета Софии работают над удалением последствий из-за сильного ветра. На данный момент команды отреагировали на более чем 50 сообщений о поваленных деревьях в различных частях муниципалитета. Власти попросили местных жителей не парковать личный автотранспорт возле деревьев и рекламных конструкций. 2 человека погибли и еще 2 получили ранения в результате прохождения торнадо, который обрушился на Флориду Панхадл. Службы экстренного реагирования уже находятся на месте буйства торнадо, которое обрушилось на центральный район Чипли и прилегающие районы около 4 часов утра. Чипли расположен примерно в 30 километрах к северу от Панама-Сити. Для того, чтобы понять весь масштаб разрушений, который успел нанести данный смерч, задействовали дроны. Рано утром в четверг в Чипли было выпущено 2 предупреждения о сильной грозе, за которыми последовали предупреждения о торнадо к востоку от округа Вашингтон. Прогнозы синоптиков оправдались, регион накрыл торнадо, которому присвоили категорию EF2. Весь район Чипли остался без электроснабжения. Этот торнадо повредил линии электропередачи, повалил деревья и стер с лица земли 15 домов. Погода вчера решила в последний день марта удивить, и это у нее получилось. Германию накрыл мощнейший снегопад. Мало этого, в некоторых регионах температура опустилась до минус 7 градусов. Для этого времени года это аномальные температуры. Последний раз такие погодные условия наблюдались в 2018 году. Вместо весенней и солнечной погоды с теплыми температурами, погода в Центральной Европе определяется массовым похолоданием.
Сильнейший снегопад на севере Гамбурга вызвал хаос в движении транспорта. Причина изменения погоды заключается в том, что высокое давление воздуха сместилось в сторону Северного моря и Гренландии. Это позволяет широкому потоку арктического холодного воздуха выходить на юг. Как сообщают местные СМИ, в некоторых районах уже выпало до 10 сантиметров снега. С 2 часов ночи в Гамбурге заработала зимняя служба. Специалисты, коммунальщики и дорожники расчищали трассы, дорожки и тротуары. Несколько сильных штормов обрушились на центральную Пенсильванию во второй половине дня. Невероятно сильный ветер обрушился к северо-востоку от города Турботвиля. Местные власти выпустили 4 предупреждения о сильной грозе за один день. Этот же шторм обрушился и на округ Юнион, где сообщалось о повреждении домов и линий электропередач. Затем ураган переместился в округ Монтур и там же отметился поваленными деревьями и сорванными крышами с домов. Порывы ветра достигали 35 метров в секунду. Это довольно сильные порывы ветра, которые оставили значительный ущерб. Некоторые местные жители даже сообщали, что на них обрушился торнадо, но подтверждение этого не последовало от властей. В результате буйства стихии пострадавших и погибших не отмечено, не считая нанесенного материального ущерба. В регионе проводится расчистка территории, а также частично уже успели восстановить электроснабжение. Вулкан Попокатепетль, который находится в Мексике, произвел серию извержений. Вообще, в последнее время он постоянно активен, и, как показывают исследования, довольно мощные взрывы здесь происходят регулярно. Попокатепетль является одним из самых активных вулканов мира. Он расположен к юго-востоку от столицы Мексики, города Мехико. Умеренное извержение произошло в ночь на 1 апреля в 20 часов 22 минуты по местному времени, осыпав конус вершины светящимися лавовыми бомбами. Столб пепла, который сопровождал это событие, поднялся на высоту 2000 метров над кратером и дрейфовал на юго-восток. Выбросы пара, газа и небольшого количества пепла продолжались после взрыва и сегодня утром. Извержению предшествовал низкоамплитудный вулканический толчок, который длился 27 минут. Уровень опасности для вулкана остается желтым. Сильный дождь, который обрушился в ночь на 1 апреля, стал причиной локальных наводнений в Рио-де-Жанейро. Такие осадки привели к тому, что муниципалитет ввел режим повышенной готовности. Власти объявили желтый уровень погодной опасности. Местные СМИ сообщают, что уже многие улицы муниципалитета оказались затоплены. При этом высота паводка достигает уже 50 сантиметров. Дожди не прекращаются и по прогнозам синоптиков будут идти еще до понедельника. Власти опасаются масштабных наводнений. Всего за один час было зарегистрировано 60 мм осадков. На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как потоки воды уносят автомобили, а улицы превратились в бурлящие реки. Это далеко не самое сильное наводнение. В феврале этого же года были масштабные наводнения и сходы оползней, которые охватили весь штат. Тогда погибло более 45 человек и разрушено 50 домов. Лесные пожары в американском штате Теннесси разрастаются с неимоверной скоростью. Крупный лесной пожар возле Гатлинбурга вызвал эвакуацию жителей из 11 тысяч домов. Другой крупный пожар, который горит возле национального парка Great Smoky Mountains, охватил территорию в 3700 гектар и затронул более 100 строений. По словам официальных лиц, на данный час он был локализован на 30%. В пожарах пострадало 2 человека, которые получили ожоги средней степени тяжести. При этом власти уточняют, что информация не точная. Из-за полыхающего пламени добраться до многих районов просто невозможно, поэтому нет точной информации о пострадавших и повреждениях. В этом же районе было объявлено предупреждение о сильном ветре, порывы которого достигают 25 метров в секунду, а это сильно осложняет тушение огня. Местные жители от Лисмора до Нижнего Маклея на севере Нового Южного Уэльса получили приказ об эвакуации после резкого подъема уровня воды. Служба по чрезвычайным ситуациям получила 652 вызова о помощи за последние сутки и провела 23 спасательные операции на воде. Залитые водой районы могут столкнуться с внезапными наводнениями, а насыщенная почва увеличивает риск падения деревьев.
Некоторые населенные пункты затоплены уже второй раз за этот месяц. По меньшей мере 2 человека погибли и еще один пропал без вести за последние сутки. Главная улица в Байрон-Бэй, приморском городке к северу от Сиднея, впервые за несколько десятилетий оказалась под водой. В некоторых районах выпало 430 мм осадков. Многие местные жители остаются без электричества уже вторые сутки. В начале этого месяца Лисмор был затоплен сильнейшим наводнением за всю историю наблюдений. За последние сутки на Земле произошло 106 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 7,0. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 11 странах. В каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Кролик-баран английский. Все кролики знамениты своими длинными ушами, хотя у некоторых пород они крохотные. Но у потрясающих английских баранов действительно великолепные уши. Они просто огромны и словно плащ укрывают их крупное туловище. Это замечательная древнейшая порода декоративных кроликов. Средняя длина ушей, которую измеряют от кончика до кончика через поверхность головы, должна быть 53 сантиметра. Мировой рекорд был установлен в 2003 году в американском городе Уичита, штат Канзас. Владельцы Ваймонда представили английского вислоухого кролика-рекордсмена, уши которого достигали немыслимой длины в 79 сантиметров. Столь специфическое название животные получили за форму мордочки, напоминающую голову барана, крупная голова с широким лбом, тупым коротким носом и висячими ушами. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание и до завтра.